Привет, друзья! Вышел сегодня в лес очень-очень рано. Морозец такой был ночью, очень сильно приятный. И вы знаете, что я обнаружил? Я же думал, что я здесь первый. Ха! Как минимум второй, потому что сзади кто-то уже бродит. Но ничего, мои грибы останутся при мне. А сегодня я пришел за таким грибом, который называется маслючок. Пойду я сегодня искать. Сомнения берут, что я найду много, но что-то я точно найду, потому что я пришел именно в маслюковое место. Приятное солнышко только-только встает. Ну что, идем на солнце пока что. Как красиво. Вот эти деревья передо мной уже освещены солнышком, а вот там вот вдалеке еще полянка покрыта инеем таким. Трава покрыта инеем. Она, конечно, скоро растает, но зрелище очень такое живописное. Класс. Класс. Красота. И первое, что мне попалось, на поле, где растут обычно маслята, вот такой гриб. Это не масленок и не двойник. Пока что это не двойник маслюка, но тоже очень интересный гриб. Это, кстати говоря, съедобный гриб, называется лаковица большая. Ее можно собирать, можно делать с ней все, что угодно, любые кулинарные выдумки, но собирать этот гриб необходимо только в экологически чистых зонах. Почему? Потому что этот грибок способен аккумулировать мышьяк. Поэтому возле свалок, возле заводов, возле дорог, в любых экологически небезопасных территориях лучше этот гриб не трогать. А настоящий двойник нашего масленка будет впереди. Интересно, что в природе все взаимосвязано. Много симбиозов. И что интересно, природные жители, обитатели, не только живые, но и, например, растения и грибы, они защищают друг друга. Я вам сейчас продемонстрирую. Смотрите, сосна. Сосна стоит, сосна. Веточки разложила по земле. Но оказывается, это не просто так. Смотрите, что нужно сделать. Нужно приподнимать веточку. И мы там видим что? А видим там масленок. Смотрите, как дерево защищает грибы. Так что не ленитесь никогда приподнимать лежащие ветки сосны, чтобы найти вот такое вот сокровище. Вот такое вот сокровище. Ой, вот не нарадуюсь. Я не знаю, я когда собираю вот такие экземпляры, я просто балдею. Некоторые там говорят, что все, белый, подберезовик там. Ну, насчет белого вообще там есть такие грибники, что только его и собирают. Другие грибы они не считают за грибы. Ну, ребята, вот это прелесть. Вот это просто можно облизнуться, я не знаю, съесть его и получить массу удовольствия. Вот, а еще лучше вот таких много насобирать и принести домой полную корзину. Вот, смотрите какой. Ха! Красавчик. Небольшой, не старый, совсем молоденький, но уже такой крупненький. Вот таких бы, конечно, насобирать. Это чудо. Не всегда, конечно, работает моя теория, но мы можем, конечно, проверить. Ага. Ну, в данном случае, слушайте. Видите? Это реально не совпадение. Поднял другую ветку, уже мертвую ветку, правда, отпавшую, но ничего. Все равно она лежит вот на таком грибочке. И опять красивый, молоденький, еще не совсем раскрывшийся, но замечательный. Весь в мху, в своей слизи. Уже немножечко начинает почва и трава немножко отмерзать, потому что с утра здесь вообще было все замерзшее. Ну вот видите,
Видно, мороз был буквально только под утро. Не успели они замерзнуть. Поэтому находим драгоценности наши. Не только маслята можно встретить в сосновом лесу, там, где растут молодые сосны, но и вот такой вот грибок, видите? Это у нас кто? Это у нас дождевик. Почему называется дождевик? Ну, это понятно, потому что он растет после дождей. Ну, наверное, так. В общем, смотрите. Смотрите, какой. Плотненький. Это, кстати, съедобный дождевик наш дорогой. Внутри он чистюха. Но есть другие дождевики, которые несъедобные, кстати говоря. Может быть, если я найду сегодня, вам его покажу. Ну, вот этих, если много набрать, это, конечно, гриб просто замечательный. Вот. Его многие, хотя не собирают. Но, ребята, попробуйте. Если найдете поляну с таким грибом, обязательно берите. А вот еще. А что у нас еще? А у нас опять дождевичок. Смотрите. Ага. О! И опять такой же молоденький, такой же красивенький. Ага, но это еще не все. Это еще не все, потому что вот сидит. Вот сидит. Красопеточка. Красопетуля. Ага, смотрите, еще такой малюсенький, смотри, уже 2 детеныша имеет. Ну, конечно, в наше время может быть всякое. Это понятно. О, красавчик. Еще один. Ха. О, видите? Оп. О, отломался. Ну, короче говоря, без дождевиков я уже сегодня домой не пойду. Это точно. Потому что уже у меня что-то имеется. Ага, а вот еще один дождевик. Но уже, по-моему, чуть-чуть другой. Ага. Ой, какой он, смотрите, какие шипики красивые. Сейчас мы на него посмотрим. Такс. О, а ну-ка. Ага. Видите? Вот в таком состоянии грибок уже, в принципе... Хотя, вы знаете, он в общем-то, плотный. Вот, но уже такой слегка мягковатый. Но вот посмотрите, какие у нас есть разновидности. Вон еще один, кстати. Из дождевиков. Да. Вот. Это съедобный дождевик. Бывают они, конечно же, когда взрослеют, внутри становятся мягкие и начинают желтеть, затем чернеть и превращаются в пыль. А эта пыль является как раз споры гриба, которые разносятся по всему лесу. Ну и дальше грибочек уже размножается. Чем дальше в лес, тем больше дров. Но в нашем случае больше маслючков. Вот видите, еще один. Еще один вот такой красавчик. Конечно, не попался мне еще гриб большими количествами, тоннами, корзинами. Но вот такие вот экземплярчики периодически есть. Ну что ж, пока нету большого количества, будем собирать эти. Оп. Да, плотненький, очень хороший грибок. Ух ты, ножка у него длинная, слушайте. А ну-ка, сейчас попробуем его вот так вот расшатать, чтобы достать его поглубже. Это никаким образом не портит грибницу, так что можете мне не писать. Это устаревшая информация. Гриб можно спокойненько себе выкручивать, срезать, срывать, так, как вам нравится. Грибница от этого не страдает. Смотрите, какой красавчик. Видите? Срезал бы я ногу вот таким вот образом, и вся нога осталась бы в земле. Смысла нет никакого. Так, смотрите, что мы делаем. Оп! А что мы делаем? Да, дальше резать не буду. Почему? Потому что шикарный гриб. Видите? Шикарный. Есть такой грибок, который является, в принципе, ну, некоторые считают двойником гриба масленка. Гриб мокруха. Ну, вот сверху, вот если вы найдете мокруху, увидите, что сверху она абсолютно идентична. Вот точно как масленок. Точно. Такая же слизкая сверху поверхность. Все то же самое, но
Если вы грибочек срежете и перевернете, то есть, как говорят в Одессе, одна большая разница. Смотрите. Берем, снимаем вот здесь вот остаток покрывала, остаток пленочки. Остаток пленочки снимаем. И что мы видим? Смотрим на гименофор. Гименофор — это нижняя часть, вот эта под шляпкой. Она бывает трубчатая, как у масленка, а бывает пластинчатая, как у мокрухи, друзья мои. Так что, когда собираете маслята, можете обращать внимание на нижнюю часть. Если здесь у вас будут пластиночки, значит, это гриб мокрушка. Мокрушка. Но ничего страшного, даже если перепутаете, потому что мокруха — это тоже, в принципе, грибочек съедобный. Ничего страшного не произойдет. Но для информации будьте любезны. Вот так. А ну-ка, у кого хорошее зрение, ребятки? Ха-ха! Вы знаете, не всегда здесь нужно зрение. Иногда нужна чуйка. Чуйка. И вот моя чуйка мне подсказывает. Уже подсказала. Смотрите. Смотрите, что делается. Оп. Смотрите. Оп. Смотрите. Только вылазят. Вот молоденькие. Прям такие, что аж... слюни текут. Смотрите, идем. Идем. А что здесь? А что здесь за бугорочек? Ага. Идем сюда. Оп, заходим и смотрим. Еще два. Ой, ребятки. А вы знаете, у меня чуйка есть, что вот если внимательно вот так вот, так сказать, обмацать вот эту территорию, то можно еще очень-очень много интересного найти. Такс, вот он, маслючок. Вот он, мужичок. Тра-та-та-ра-та-та-та. А здесь троица. Здесь аж 3 штучки. Так, напоминаю. Срезаю я грибы только в самом крайнем случае. А вот такие я вот так вот беру. Пальчиками прямо. Оп. Не стесняясь. Прямо беру и выкручиваю или вырываю из земли. У этого, видите, шляпку я оторвал, но не страшно. Посмотрите, какие они аппетитные. Это вообще, я в шоке. Просто гриб аппетитный. Так, смотрите, чтобы не потерять, мы его перенесем вот в это место. Знаете почему? Потому что здесь мы обнаружили что-то еще. Ага. А вот оно что-то. Это что-то, это у нас следующая семья маслят. А ну-ка, семья или не семья? Давайте сейчас рассмотрим. Так, а ну-ка. Семья или не семья? Ну, один есть точно. Видите? Один. Оп. Но один в поле не воин. Поэтому рядом должен быть второй. А рядом еще 2. А 3! А 3 здесь рядом. Ай-яй-яй. Вот это да. Посмотрите. Конечно, они бы еще выросли. Но дело в том, что близятся холода, поэтому боюсь, что они могут, так сказать, до конца и не созреть. Поэтому я их заберу. Законсервируем баночки, скляночки. Посмотрите еще что. Посмотрите еще. Слушайте, здесь можно прям ползать на коленках. Я вот сейчас на одном буквально квадратном метре нахожусь. И вот смотрите, что я делаю. Посмотрите, каких... Вот эта липкость, эта слизь, она придает ему такую аппетитную поверхность, что его хочется прямо съесть сырым. Но этого делать я не буду. Я лучше их как-нибудь приготовлю. Ага, вот, смотрите, еще один. Вот он. Ну, ребята, чудо продолжается. Идем дальше.